Извержение вулкана Мауна-Лоа, начавшееся 21 ноября 1935 года, стало одним из самых значительных событий в истории Гавайев и в практике борьбы с угрозами вулканической активности. Вулкан, который, как считалось, является одним из самых больших и активных на Земле, начал свое извержение с трещины, открывшейся на его вершине. Потоки лавы, вырываемые с силой, угрожали не только экосистеме региона, но и, что гораздо важнее, жизни и имуществу местных жителей. К моменту, когда лавовые потоки начали двигаться по северному склону, они стали двигаться в сторону города Хило, который является центром культуры и экономики на Гавайях. Эта ситуация привела к панике и беспокойству среди местного населения, а также вызвала ряд критически важных решений со стороны властей. В этой статье мы подробно рассмотрим события, связанные с извержением, реакцию местных властей, проведенные операции, а также долговременные последствия и наследие, которое это событие оставило после себя. Невероятное событие началось 21 ноября 1935 года, когда на Гавайях произошло значительное извержение вулкана Мауна-Лоа. Это извержение стало настоящим свидетельством силы природы, и в геологических кругах его началу придавали огромное значение. Лава хлынула из трещины, открывшейся на вершине, и уже через несколько дней новое жерло появилось на северном склоне вулкана. На протяжении нескольких наступающих дней поток лавы, подобно могучему потоку реки, стал угрожать городу Хило, привлекающего внимание как местных жителей, так и служб экстренной помощи. Таким образом, в сценарии, который мог обернуться настоящей катастрофой, лава стремительно приближалась к городу, поднимая вопросы безопасности и благополучия тысяч людей. Хило, будучи крупным городом с развивающейся инфраструктурой, стал фокусом общественного внимания. Тем временем река Вайлука, основной источник питьевой воды для города, находилась под серьезной угрозой, так как в случае прорыва лавы она могла оказаться загрязненной, что привело бы к экологической катастрофе. Это нарастающее напряжение создавало сеть взаимосвязей между гражданами, местными властями и учеными, что стало предвещанием последующих событий. Реакция властей на угрозу, исходящую от вулкана, оказалась быстрой и решительной, что подчеркивает важность управления природными катастрофами. Поток лавы двигался со скоростью 1,6 км в день, и общественный кризис, вызванный приближением лавы к населенному пункту, обострялся с каждым мгновением. Местные власти, осознавая масштаб катастрофы и ее последствий, начали подготовку к действиям по спасению жителей. Прошли заседания, на которых обсуждали возможные меры по предотвращению катастрофы. Обсуждения касались не только эвакуации жителей, но и активного применения взрывчатых веществ для разрушения вулкана и его лавовых трубок. В частности, 27 декабря 1935 года военно-воздушные силы США приняли решение атаковать вулкан с воздуха, что стало знаковым событием и уникальной практикой в контексте борьбы с природными катастрофами. В то время как местные жители находились в состоянии страха и неопределенности, власти надеялись, что бомбардировка может надолго остановить или хотя бы замедлить поток лавы. Это стало символом того, как в условиях кризиса технологии могут играть ключевую роль в спасении жизни. Однако успех операции зависел от многих факторов, включая точность бомбардировщиков и погодные условия, что добавляло элементов неопределенности к действиям, которые были предприняты. В центре этих сложных и драматических событий оказался Томас Джаггер, геолог и профессор, который предложил своего рода план спасения, опираясь на свой научный опыт и знания о вулканах. Джаггер предложил использовать авиацию для разрушения лавовых трубок, которые стали основным препятствием на пути потока лавы. Его идеи были революционными для своего времени.
Специалист осознал, что воздействие на туннели, по которым поднималась лава, могло не только оказать непосредственное влияние на поток, но и изменить направление всей катастрофы. В таких условиях важным шагом было не просто использование силы, но и применение знаний о поведении вулканов и их специфике. Джаггер запросил помощь у американской армии, и, к его удивлению, его предложение было поддержано. Лавовые трубки, которые стали каналами для течения лавы, должны были быть уничтожены, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение токов в сторону людей. Идея Джаггера была не просто актом отчаяния, а продуманной стратегией, которая могла бы позволить властям творчески подойти к решению проблемы. Это показывает, как важно сочетать науку и практику, особенно в условиях непосредственной угрозы. День 26 декабря 1935 года стал судьбоносным, когда в Хило были отправлены 6 бомбардировщиков и 4 легких бомбардировщика. Операция была поставлена на карту как нечто, что не имело аналогов в прошлом. В этот день бомбардировщики сбросили 40 бомб, некоторые из которых действительно попали в поток лавы и повлияли на его движение. Этот момент стал проявлением не только военной силы, но и крайним экспериментом в борьбе с природными катастрофами, демонстрируя, к каким радикальным мерам могут пойти власти в поисках спасения. Операция была тщательно спланирована, но в то же время она была подобна игре на удачу, так как никто не мог гарантировать, что хрупкое взаимодействие с природой приведет к необходимым результатам. Несмотря на то, что бомбардировка вызвала замедление потока лавы, она не остановила его полностью, оставляя за собой вопрос о реальной степени успеха. В следующий раз, когда 2 января 1936 года власти объявили, что поток лавы мертв, это не стало окончательной победой, а лишь временным облегчением в борьбе с вулканом. Это событие открыло двери для дальнейших исследований, повысив интерес к взаимодействию человека и природы и к поиску возможных решений природных катастроф. Несмотря на объявление об успешном завершении операции, возникли разногласия и споры касательно эффективности бомбардировки. Геолог Юс Гарольд Стернс, один из критиков этой операции, выразил сомнения относительно того, насколько действительно эффективным было разрушение лавовых трубок и как именно бомбардировка повлияла на замедление потока. Большинство обсуждений в научных кругах сосредоточились на анализе результатов и на том, можно ли считать бомбардировку действительным решением или лишь временной мерой, слабо влияющей на общий процесс. Тем не менее, Джаггер оставался уверенным в том, что именно его действия и предложенная стратегия помогли остановить лаву, что говорит о том, насколько противоречиво могут быть восприятие и мнение в науке. Теперь историки и геологи продолжают исследовать эту необычную операцию и спорят о ее реальной роли в сдерживании лавы. В то время как одни утверждают, что бомбардировка принесла успех, другие склоняются к мысли, что она стала лишь временной мерой, не решившей главную проблему, что обостряет обсуждение об истинной эффективности таких прорывных подходов. Долгие годы после событий 1935 года вулкан Мауна-Лоа продолжал оставаться в центре внимания вулканологов и историков. Эта операция оставила неизгладимый след в сознании общественности и ученых, подчеркивая важность поиска решений для предотвращения угрозы. В 2020 году туристы, исследуя старые участки, наткнулись на 2 неразорвавшиеся бомбы, сброшенные в 1935 году. Эти находки вновь привлекли к себе внимание к истории и некоторым вопросам, касающимся бомбардировки, а также о том, как наследие таких операций продолжает проецироваться на современных специалистов и исследователей. Не менее интригующими стали сообщения о том, что бомбы-указатели были найдены в разные годы. В 1939,
1977 и 2020 годах. Такие находки подчеркивают тот факт, что даже спустя десятилетия вокруг извержений вулканов остается множество загадок и неразгаданных вопросов. Это взаимодействие между прошлым и настоящим предоставляет уникальную возможность для изучения не только геологических процессов, но и человеческой реакции на них. Как историки, так и вулканологи продолжают исследовать последствия этой операции, что открывает новые горизонты для понимания взаимодействия между человеком и природой. Сутствие разнообразных причин и последние события побудили власти проводить дополнительные попытки воздействия на вулкан и его активность. В 1942 году была проведена еще одна бомбардировка Мауна-Лоа с целью воздействия на активные участки потока лавы. Однако ее результаты оказались не столь эффектными и показывали, что предыдущие успехи могли быть случайностью. Конус разбрызгивания, основная структура, подвергшаяся воздействию, частично обрушился, но надежды на успешное направление потока лавы снова не оправдались. Это только подчеркивало всю сложность и непредсказуемость взаимодействий с такой мощной природной силой, как вулканы. В 1975 и 1976 годах ВВС США вновь провели испытания, пытаясь оценить эффективность применения больших авиабомб в контексте борьбы с вулканической активностью. Эти эксперименты принесли новые знания и понимание о том, как можно направлять действия в случае извержений, и помогли определить методы, которые могут быть применены в будущем. До сих пор события в 1935 году служат напоминанием о том, что человеческий подход к природе может быть как светлым, так и мрачным, и что необходимо развивать стратегические меры по разработке методов реагирования на подобные катастрофы. Дискуссии о целесообразности бомбардировки вулканов продолжаются и по сей день, поскольку геологи и вулканологи анализируют успешность различных подходов и стратегий. Ученые разделились во мнениях. Одни считают, что такие действия могут оказаться эффективными, особенно в условиях строгих временных рамок, тогда как другие подчеркивают, что это возможно лишь в том случае, если существует четкое понимание поведения вулкана и его динамики. Даже в наше время технологии развились, и, несмотря на использование более мощных и прецизионных взрывных устройств, остаются вопросы о целесообразности применения таких методов в борьбе с вулканическими угрозами. Постоянный анализ и научное наблюдение играют важную роль в формировании новых подходов и стратегий, которые могут снизить риски. Примеры успехов в других уголках мира служат ориентиром, демонстрируя, что постоянное развитие в области науки и техники может стать основным инструментом в борьбе с природными явлениями. Несмотря на разнообразные неудачи в Гавайях, в других частях света были зафиксированы успешные примеры вмешательства, которые продемонстрировали возможность борьбы с угрозами вулканической активности. В Италии и Исландии также имеется ряд примеров, когда были проделаны значительные усилия для замедления потоков лавы, которые требовали серьезных финансовых и временных затрат. Каждый такой случай служит мощным напоминанием о важности быстрого и продуманного реагирования на потенциальные катастрофы. В 1991 и 1993 годах извержение вулкана Этна стало серьезной угрозой для города Дзафрана. Властям пришлось принимать смелые решения, и они прибегли к использованию взрывчатых веществ для создания барьеров и отведения потока. Это пример того, как сочетание науки и практики может позволить получить ценные результаты, спасая жизни и имущество тысяч людей. Ситуация оказалась более благоприятной в Исландии, где в 1973 году власти успешно остановили поток лавы, охладив его с помощью морской воды.
Эти мероприятия стали свидетельством того, что правильно организованные усилия могут иметь желаемый эффект, а также открыли дополнительные пути для использования современных технологий в контексте вулканической активности. Обращаясь к этим примерам, можно смело утверждать, что подготовленность и готовность к действию могут стать залогом успеха. На Гавайях пытаться остановить лаву оказалось непростой задачей, столкнувшейся с юридическими, политическими и техническими сложностями. Экологическое законодательство, сочетающее интересы общественности и научного сообщества, создавало дополнительные препятствия, затрудняя быструю реакцию на угрозу. В отличие от случаев в Италии и Исландии, где власти могли без колебаний принимать решения, здесь ситуация была осложнена множеством факторов. Вулкан Килауэ, извергаясь с 1983 по 2018 год, стал примером опасной ситуации с лавопотоками, которые были уникальны и трудно поддавались контролю. Разделение обязанностей, необходимость взаимоотношений между различными ведомствами и уровень общественной поддержки на островах стали важными факторами, которые влияли на эффективность действий. Это подчеркивает, насколько важно обследовать потенциальные риски и заранее разрабатывать планы на случай чрезвычайной ситуации, чтобы избежать катастроф и минимизировать ущерб. Теоретически операции по блокировке потоков могли бы быть успешными, однако вулканологи поясняют, что успех в этом контексте зависит от самого вулкана и его активности. Даже с современными авиабомбами, обладающими большей мощностью, эффективность против действующих вулканов все еще остается под вопросом. Специалисты по вулканам предупреждают, что даже под воздействием высоких технологий магматическая камера вулкана континуара выталкивать лаву, что делает эту проблему одной из самых сложных в области геологии и вулканологии. Следует также учитывать, что некоторые методы могут быть даже опасными и представлять угрозу не только для природы, но и для человека, и это добавляет еще больше сложности в вопросе применения различных технологий. В конечном счете этот момент акцентирует важность не только исследовательской работы, но и моральной ответственности перед потенциальными жертвами, которые могут стать результатом несогласованных действий. Необходимо понимать, что контрмеры могут лишь отсрочить неизбежное, и что даже самые эффективные подходы могут оказаться недостаточными для предотвращения окончательных последствий. Время, выигрываемое при отклонении или перенаправлении потоков лавы, может стать решающим для эвакуации и спасения жизней. Это придает особую значимость каждому моменту и шагу в таких операциях. Следовательно, власть и научное сообщество должны работать в едином направлении, чтобы иметь возможность эффективно и быстро реагировать на вызовы природы. В конечном итоге этот опыт остается важным в контексте дальнейшего развития науки о вулканах и в стратегии формирования эффективных методов предотвращения угроз. Это служит своеобразным напоминанием о том, как важен анализ доступной информации и современными технологиями для достижения реального успеха в делах, касающихся безопасности людей и сохранения окружающей среды. Ситуация с извержением вулкана Мауна-Лоа в 1935 году показывает, как величественная сила природы может ставить под угрозу даже самые высокоразвитые общества, заставляя людей принимать трудные, но необходимые решения. Опыт попыток борьбы с вулканическими угрозами продолжает изучаться как местными, так и международными исследователями и служит важным научным и историческим основанием для дальнейших изысканий.
Эта глава истории остается актуальной, напоминая о том, как важно анализировать и понимать взаимодействие человека с природой в условиях ее непредсказуемости, а также как комбинированные усилия науки и технологии могут сыграть решающую роль в спасении жизней и улучшении общей ситуации в области природных бедствий.